Вот наконец-то я здесь, ребята. А сейчас я подойду чуть-чуть ближе к статуям. Из-за того, что он подошел слишком близко к статуям, говорит ему вернуться. Всем привет, друзья! Меня зовут Рома Смит, и это второй день моего пребывания в Северной Корее, второе видео из цикла о поездке в КНДР, и сегодня мы едем в демилитаризованную зону. Я сейчас нахожусь на середине между Пхеньяном и демилитаризованной зоной. По дороге к объединенной зоне безопасности мы сделали несколько остановок на территории демилитаризованной зоны. Первый из них был магазин сувениров, еды, одежды и плакатов с пропагандой из Северной Кореи. Цены на плакаты с пропагандой были достаточно большие, около 30-40 евро за одну штуку. Сейчас нас водят по зданиям, где проводились подписания договоров между США и Кореей. Вот наконец-то я здесь, ребята. Сейчас буду подниматься вверх на третий этаж и оттуда снимать. Кстати, вон с той стороны может видеть флаг Южной Кореи, и вот с этой стороны Северной Кореи флаг находится. Также спросил у гида только что недавно, где-то год назад, наверное, северокорейский солдат пытался сбежать, и вот я спросил, он по тому пути ехал, то есть вот с той стороны он на машине хотел объехать. Проведя некоторое время на объединенной зоне безопасности, мы отправились в Кэсон. Кэсон – это город на юге КНДР, который находится на территории демилитаризованной зоны, разделяющей две Кореи. В 2004 году здесь был открыт Кэсонский промышленный парк, который являлся совместным проектом Южной и Северной Кореи. Идея заключалась в том, чтобы южнокорейские компании открывали здесь свои производства, используя северокорейских рабочих. Проект просуществовал до 2016 года. Местом нашей первой остановки в Кэсоне был музей Корё, в котором хранится множество предметов этой эпохи. These are the main products what they produced in pallets, the size of
these two here this part chambers for king, and on the other side the chamber for queen. These two chambers are linked together by this small passage. So after their passing, still their spirit can move through this chamber, and they can share what the sweet words together. No, it's stuck again. Наконец-то еда! Ура! Hello. Okay. После посещения ресторана нашу группу отвезли на центральную улицу Кэсона, в конце которой по центру находятся монументы Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, и открывается прекрасный вид на весь город. Вот так уже высоко мы поднялись. Такой вид красивый, конечно. И он еще, наверное, более красивее из-за того, что совсем нету машины, так широко, просторно. Необычно, конечно. А сейчас я подойду чуть-чуть ближе к статуям Ким Чен Ына и Ким Ир Сена. Hello, gentlemen. Из-за того, что он подошел слишком близко к статуям, говорит ему вернуться. В общем, вот так, ребят, без особого случая как бы нельзя подходить к монументам. Вдруг, если будете, попадете как-нибудь в Северную Корею, будьте аккуратны вот в таких местах. Я сейчас уже буду отправляться назад в Пхеньян. А сейчас мы остановились на монументу воссоединению Северной и Южных Корей. Вот эта девушка представляет Северную Корею, а монумент той девушки Южную Корею. Сейчас будем ехать на площадь Ким Ир Сена, скорее всего.
что я наконец-то на площади Ким Ир Сена. Это то самое замечательное место, где проходят все военные парады и так далее. В общем, здесь оно вот находится. Сзади меня памятник идеям Чучхе. Памятник, или как правильно сказать, наверное, монумент. И, в общем, сейчас ближе подойдем к центральному зданию на этой площади. А сейчас мы идем в магазин иностранной литературы. Троллейбусик такой. Ну что, нахожусь я уже в номере своего отеля. И до ужина я был в супермаркете, но так как нам сказали, нельзя брать с собой камеры, мне пришлось оставить камеру в автобусе. Я ничего не снимал с этого супермаркета. В общем, нас повели в супермаркет местный, в котором не просто можно, а нужно было расплачиваться местными деньгами. Мы в обменнике немного поменяли денег, и кто что хочет себе могли купить, приобрести в этом супермаркете. И я сейчас вам немножко покажу, что я себе купил. В общем, вот такой небольшой сетик я приобрел. Купил 3 карандаша. Все пытался спрашивать, чтобы было именно производство Северной Кореи, так как интересно было бы что-то привезти именно оттуда, произведенное, а не из Китая, поскольку в этом супермаркете было очень много продукции, сделано именно в Китае, ну, что было неинтересно покупать в КНДР. Вот купил 3 карандаша, купил такие жвачки, 4 упаковки. Эти конфетки мне просто дали как сдачу, потому что у них очень часто нету как бы наличных нужного номинала, и они дают конфетками сдачу. Нам это еще на брифинге, кстати, говорили. Вот. Купил вроде бы как это черный чай, не хочу открывать, потому что на подарок кому-то подарю. Ну, вот, когда кто откроет, тот пускай сам уже думает, черный чай это или не черный, не знаю. В общем, вот. И купил еще 2 таких йогурта, открыл один из них, но это, я не знаю, либо он галимый, либо просто это не йогурт, он какой-то, тут нарисован как бы ананас вроде, но оно соленое какое-то, и вообще я не знаю, что это такое. Вот. Жвачка оказалась. Расскажу вам немножко о том, что вас ожидает увидеть в следующем видео и, соответственно, что будет происходить у меня завтра. Завтра моей группой запланирована поездка в мавзолей, где находятся тела Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. И после этого у них запланирована поездка на монументы Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.
Я на эти мероприятия, скорее всего, не поеду по некоторым личным причинам. Вот. Но после этого запланировано у нас поход в местную станцию метро. И вот там я надеюсь присоединиться к своей группе. И то есть следующий блог, скорее всего, и начнется с обзора на эту станцию метро. Кстати, да, до сих пор вам не говорил, что в КНДР нигде нету интернета. У меня вот уже второй день совсем нету доступа. Когда я открываю вот Wi-Fi, можете увидеть, вот оно просто обновляется, и его просто нету. И связи, кстати, вот тоже no service, то есть связи абсолютно никакой нету. И, наверное, за последние несколько лет моей жизни это, а может вообще впервые, что у меня вот 4 дня подряд совсем не будет никакого интернета, никакой связи с внешним миром, потому что даже когда я в деревню к бабушке с дедушкой езжу, и там и то есть интернет, пускай не 3G, а обычный вот это EI, то есть все равно какой-никакой он есть. А тут совсем никакого нету доступа к интернету, и поэтому это, конечно, ну, не то, что тяжело, потому что это всего лишь 4 дня, но тем не менее непривычно. В общем, ждите следующего видео. Спасибо большое, что досмотрели до конца этот блог, и всем пока!